Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные комментарии, за то, что делитесь своим жизненным опытом, за то, что делитесь своим сокровенным. Благодарю вас. Также спасибо за лайки и за подписки. Тема сегодняшнего расклада. Мужской взгляд. Какой тебя видят мужчины? Сегодня узнаем, что мужчины говорят о вас, да, и узнаем, что думают о вас. Потому что говорить и думать — это абсолютно разные вещи. Они могут там между собой вас обсуждать, да, и говорить разные вещи. Потом, когда остаются наедине сами с собой, могут думать абсолютно другое о вас. Итак, для начала, девочки, делаю вашу характеристику, сигнификацию, да. Если вы сейчас себя узнаете, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что-то такое у нас период, показано какой-то финансово не очень удачливый период, девочки. Тут какой-то вампир еще сразу выскочил. Что-то такое, у меня уже который день подряд на раскладах общих показана сигнификацию присутствия в вашем поле-огороде каких-то вампиров. Хотел сказать, задолбали. Фу, кыш, да, пусть уходят они от нас. Так, ладно. Так, для чистоты эксперимента, конечно, можно спросить, вампир это вы? Да, давайте, вампир. Это характеристика на вас. Урожай. А в чем это проявляется? Игра. По поводу... В вашем окружении вампиры. В вашем окружении вампиры стабильно по карте якорь. И тут, смотрите, тоже якорь. И в этой колоде, это авторская колода, это карта, знаете, когда состояние стабильно, похоже, по повешенному, знаете, такое какое-то состояние дистояния. Ну, это даже не то, что ты там жертвой себя ощущаешь, но вот жертвой обстоятельств, если можно так сказать. Как будто бы ни конца, ни выхода, ни входа, да. Вот почему-то мне вот по этим картам показано ваше состояние сейчас. Может быть, надеетесь на одно финансовое какое-то положение, допустим, надеетесь зарплату получить, или наконец-то там выплатят вам что-либо, или в принципе, может, там, уж не знаю, проект какой-то там в бизнесе организовать, и проект должен принести прибыль. И вроде бы как бы должно все случиться, но оно почему-то не случается, или не в том объеме приходят деньги, и как будто бы уже длительное время. Что-то тут какая-то нестыковочка, да, назовем это так, по материальном плане. Более того, тут какие-то еще люди, которые что-то от вас хотят, вампиры. Это больше как потребители, те, которые больше хотят от вас что-то взять, урвать. Всем что-то от вас нужно. Вот тут такое, какое-то такое состояние. Причем я спрашиваю, в вашем окружении вампиры, карта якорь стабильно. Есть, по крайней мере, один точно, которому, я повторюсь, что-то от вас нужно. Но, так, чтобы было уже честно и чистота эксперимента, мне выпало на вас, я спрашиваю, а вы, по карте вампир, вы? А вы, скорее всего, смотрите, карта, опять тут у меня карта безденежья, и карта, это, протянутая рука, и почему-то карта игра и урожай. Скорее всего, вот, если прочесть это все, знаете, вы как будто бы уже, наверное, понимаете, какие люди вас окружают. Скорее всего, вы подзадолбались уже приходить на помощь. Где-то, как это, Чип и Дейл спешат на помощь. Где-то уже вам надоело чувствовать себя вот этой жертвой обстоятельств, себя чувствовать человеком, которого, могут быть, в наглую используют. А когда вам нужна помощь, могут своими делами заниматься или отворачиваться, или, знаете, вот элементарно даже вот там, когда кто-то там приболел, там вы можете спешить в больницу, там что-то как-то так заботиться, элементарно звонить, там, переживать. Когда, ну, приведи Господи, с вами что-то такое случается, про вас могут удачно забыть
и не вспоминать до поры до времени. Или когда опять-таки какая-либо помощь нужна, про вас вспоминают. Вот такое даже элементарные какие-то бытовые тут моменты, вот такие какие-то могут быть. Ладно. И тут мне по вот этим картам все, как будто бы вы уже где-то учитесь играть по их по правилам этих людей. То есть где-то не показывать свою ресурсность. Но сейчас у вас, кстати, и нет этой ресурсности. Но, допустим, на будущее. Тут как будто бы вы уже проходите эти уроки, и вы говорите, да нифига, не буду я уже там помогать, если уже проверено. Я 1000 раз помогала, а мне нифига. То и я тут лишний раз там, знаете, слово такое есть, жаргонизм, но отморожусь, да, или где-то я там прикинусь глупее, чем я есть на самом деле, или так как будто бы я не знала там, или еще что-нибудь, да, я тебе очень сочувствую. Ну и на этом все. Как будто бы вот тут показано, что прикинуться игра как какая-то, вот, типа, я буду играть по их правилам. Те люди, которые со мной вот так как-то себя ведут, то если раньше я там опять-таки могла даже своим временем, своими ресурсами, да, как-то вот жертвить, разбрасываться, то сейчас нет. Тут, скорее всего, вот я свой урожай, я, допустим, буду его скрывать и буду для себя любимая, может быть, для тех людей, которые со мной как-то, как минимум, адекватно себя ведут, как минимум не хотят меня использовать. Вот тут скажет о безденежье, вот может быть игра. Это история о том, что вы сами можете говорить, мне самой нужно, у меня самой такие проблемы, у меня тоже там не все в порядке, там или еще что-нибудь. Ну, и уже как будто бы учитесь играть. Вот как-то так вот, мне интересно просто. Ну, где-то, можно сказать, кто-то учится наконец-то выживать в этом мире, приспосабливаться. Но тут даже, знаете, в каком плане приспосабливаться? Хотя бы защитить свои ресурсы. Не надо вам чужое, но уже задолбались вы раздавать свое. И как будто бы желающие посягнуть на ваше, в прямом смысле, там, время, внимание, любовь, заботу, поддержку. Тут как будто бы вот где-то, может быть, вы даже сами приучили уже. Так, ладно. Тут потеря какая-то невозможна. Опять-таки, вот тут такие карты, такие странные какие-то. Вот второй у меня расклад идет, как, знаете, у женщины, как не то, что там инсайд, да, озарение. Тут как плавно-плавно до вас, как вот, знаете, если можно так сказать, доводят высшие силы, то, что где-то вот эти ресурсы пора придержать для самой себя. Для чего? Для того, чтобы в будущем вы могли больше даже дать этому миру, если вы хотите. Но дать тем людям, которые действительно этого достойны. Вложиться в какие-то проекты, которые действительно принесут пользу, можно сказать, так, знаете, пафосно человечеству. Но правда, тем людям, которым они действительно не нужны. Они вот таким каким-то, знаете, приспособленцам, потребителям, которые и без вас выживут, и тут будут процветать и без вас. Вот тут как будто бы, может быть, даже вы в свое время, вот сейчас как перерастете эту ситуацию, вырастете. Ну, тут просто мораль карта. Это говорит мне о том, что на самом деле вы как были добрым человеком, человеком, который правда придет на помощь, когда действительно у кого-то, ну, вы увидите, что тому, кто действительно в этом нуждается. Тут какой-то, как, знаете, отбор происходит. Вот до вас наконец-то доходит, тут как будто бы, ну, не может вам, вы не сможете разорваться и тем более дать, ну, оказать там помощь. У кого-то род деятельности с этим связан, там, в медицине, допустим, там, я не знаю, может быть, не знаю, какой род деятельности, почему-то мне медицина в голову пришла. Ну, неважно, ну, психолог, да, правда, тоже можете быть, педагог даже. Тут как будто бы какая-то как градация. Вы вот понимаете, вот если я сейчас вот отдам свои ресурсы вот этим вот каким-то непонятным личностям, которые, я же говорю, проживут 1000 раз и сами лучше, чем вы и многие. Такие выживут всегда. То у меня может не хватит сил действительно помочь тем людям, которые действительно попали в тяжелую ситуацию. Но это я так, утрированно это все. Ну вот почему-то мне вот так оно идет. У кого-то даже элементарно происходит переоценка ценностей. В каком плане? Какие-то расстановка этих приоритетов происходит. Может быть, даже до вас доходит, что самым близким родным, те в семье там, да, детки,
может быть, любимый человек, ну, муж, да, ваш, там, не знаю, родные самые, ну, там, мама, папа, даже, ну, братья, сестры, может быть, они в вас очень нуждаются, а у вас не хватает времени даже, может, лишний раз пообщаться. Особенно это бывает прям трагически и печально, когда уже какая-то ситуация такая бывает, когда мы на физическом плане теряем родных, и потом вот постфактум мы вспоминаем, а мы могли бы там пообщаться, мы могли бы вот это время, которое мы там разбазаривали на каких-то вообще непонятных товарищей, а мы могли бы это время уделить там, ну, самым близким, которые, ну, допустим, спросить там элементарные вещи, там бабушка, допустим, бабушка, какой у тебя в твоей жизни был самый счастливый день, да? И вы удивитесь, когда наши бабушки, наши мамы рассказывают, какие у них были эти дни самые счастливые. Ну ладно, это я такое, это меня понесло примитивно. Что-то такое, но это очень важно на самом деле. Ладно. Вот. Почему-то мне показала тут карта жадина. И карта невозможно. Невозможно уже, может быть, где-то вас уже использовать так, как раньше. Невозможно оттяпать от вас там что-то, то, что раньше, может быть, легко получалось, там, манипулировать вами, использовать, я же повторюсь. Сейчас как будто бы вы уже знаете цену, даже своим ресурсом, чего бы это ни касалось, времени, внимания, всего, вот знаете уже цену. Ну все, девочки, хватит. Мораль это говорит о том, что вы очень добрый человек. Добрый, светлый. Как бы тут у вас судьба, это, не знаю, как бы не провоцировала, да, если можно так сказать, высшие силы, какие вам испытания не посылали. Все равно вы остаетесь такой. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, давайте дальше смотрим. Мужчины мы смотрим, мужской взгляд, да. Итак, мужчины. Что они говорят о вас, да, когда там они там вдвоем, втроем, группа лиц. Что думают о вас, когда остаются с собой наедине? Что мужчины говорят о вас? Ой, возьмем же эротическую еще. Что думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Так. Эротическое. Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что мужчины думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Ух ты, клетка ограничения, зависимости, наблюдения. Корабль, злоба, сплетни. Бог ты мой, да что ж это тут они говорят о вас? Бог ты мой, дьявол. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это такое? Вы тут как героиня какой-то мыльной оперы. Уж не знаю, каких-то сплетен. Тут карта сплетни. Потом тут прям, я не знаю, девочки, что это тут такое у вас говорят? Вот это прям мне вот как будто бы говорят сплетни, ну, женские, я так подозреваю, по поводу того, что у вас может быть, ну, не обязательно там двое партнеров, но тут какой-то выбор у вас из мужчин. Где-то, может быть, знаете, тоже сплетни какие-то переносят, разносят по поводу того, что вы такая девушка, которая вызываете внимание мужчин по дьяволу, влечение. Можете выбирать, да, опять-таки, там из двух партнеров. И в принципе у вас есть выбор.
И по карте башня можете состоять или опять-таки привлекать внимание мужчин, которые тоже не свободны. Тут отношения по башне труднореализуемые, порицаемые обществом. То есть, если вы в каком-то там коллективе находитесь, то вам там будут приписывать уже и связи с кем-то, там, и женатым, и если вы замужем, тут то же самое могут рассказывать, что вы там... Как будто бы даже не то, что там вас с поличным словили, но да, интересно. Сейчас я это все прочту, потому что тут что-то такое. По дьяволу вы привлекательно, притягательно. Знаете, так говорят, горячая штучка, да? Такая вот так, как будто бы вот так вот могут характеризовать. Как угроза даже для каких-то женатых мужчин. Притягательно. Ну, девочки, что мне выходит, то я читаю. Не знаю уж, я же говорю, как героиня какой-то мыльной оперы. При этом первые карты говорят о том, что у вас, допустим, если вы в союзе там с кем-то, в браке, там, не знаю, семейные у вас какие-то отношения, да, то почему-то как клетка ограничения, зависимости, может быть, они говорят, что у вас там или ревнивый муж, или какие-то такие отношения, ну, можно сказать, что не особо вы счастливы в браке. Вот так вот можно сказать. И, допустим, ваш супруг старается вас ограничивать. И вы как будто бы надеетесь на то, что в вашей жизни что-то там, может быть, изменится в лучшую сторону. Но при этом какой-то такой, так, знаете, подтекст, как будто бы вокруг вас какие-то вот эти вот сплетни, и это может даже вызывать тут злоба, ярость, вот, допустим, у вашего супруга. Вплоть до того, что, знаете, как вот мужчины между собой там могут обсуждать и говорить, да, она дает повод своему мужу для каких-то, ну, знаете, для ревности, для таких каких-то эмоций, для слежки. Но в каком плане дает? Внешне привлекательно. Мужчины на вас обращают внимание. Вот тут так как-то. При этом, как бы там ни было, вот тут все равно выходит на первое место император какой-то. Ну, есть, они обсуждают вас и говорят, что у вас есть мужчина, император, который заботится о вас, там, скорее всего, это как муж, да, у которого может быть уже там, у кого-то статус, у кого-то в принципе, как будто бы он несет ответственность за вас. Но они его характеризуют, этого мужчину, как очень токсичного. Мужчину, с которым вы не особо счастливы. Мужчина, который даже для вас является как каким-то наказанием. И тут еще как скорпион, это такой, знаете, ну, токсичненький, может быть, ужалить, знаете, какое-то слово такое сказать резкое. Может быть, отчасти вот они даже и считывают, что вам не хватает в союзе вот с этим мужчиной, вот в браке, да, очень похоже на то, что тут кто-то замужем, девочки. Император, это, как правило, ну, мужчина не свободен, и то есть и вы, как императрица, проходите. То такое, как будто бы вы, может, ищете где-то, не обязательно на стороне, ну, просто элементарно общение. Тут корабль, вот вы как будто ищете чего-то, не то, что там вы там изменяете, или там то, что вы там присматриваете себе партнеров. Нет, вы просто, может, ищете где-то более каких-то легкого общения, наполнения. Потому что первые карты говорят, как в клетке в какой-то. Как будто бы эти ограничения, клетка. Как будто бы вам не хватает яркости, легкости, вот такого чего-то, вот так вот как-то. Потому что дома будто бы какой-то то ли контроль, то ли тут даже вот так бывает, вот эти клетки, вот это вот сочетание часто у меня проигрывается. Это как гиперопека, но тут же идет как гиперконтроль. Подпишись на канал и поставь лайк.
Вот тут, кстати, по императору, императоры могут так проигрываться. Императоры это, как правило, они заботятся, да, но они и контролируют. Императоры бывают очень деспотичны, тираничны, мое и только мое. Поэтому неспроста тут вот как вот это вот, тут этот глаз, который наблюдает, тут вот эти какие-то созависимые отношения, при этом ощущение как в клетке. Может такое вот проигрываться. Поэтому ну вот как-то. Одним словом, конечно, можно было сказать, что они между собой обсуждают, что вы, допустим, не особо счастливы в личной жизни, и где-то вам бы очень хотелось, может, романтики, вот тут, смотрите, по карте корабль, чего-то такого яркого, может, как свежий ветер, вот такого вот, как и вот. Но и при этом вот эти сплетни, карта сплетен, как будто бы много сплетен на эту тему. Так, при этом даже можно так прочесть, знаете, как будто бы вы можете настолько разными быть с этим своим мужем, там, ну, не знаю, постоянным партнером. Почему-то вот тут тоже они это могут обсуждать. И вплоть до того, что могут даже говорить о том, что в принципе, может быть, логичнее было бы вам, допустим, разойтись с ним, потому что он как наказание для вас. И тут прям тайный враг, это вплоть до того, что я могу это считать, как будто мужчина, который действительно, они могут, да, это же не то, что они говорят о вас, что рядом даже с таким мужчиной как будто бы опасно даже может находиться. Он может как будто в один момент даже вот эту, как в маске ходит, эту маску сбросить, и он может вам навредить даже. Ну, прям мне сегодня такой расклад идет. Ну, не знаю, девочки. Надеюсь, это не отражает. Но это тут карта сплетни. Это даже, знаете, это может вот такое, что-то как будто бы как снежный ком. Один что-то второму сказал, потом приукрасили, потом сопоставили. Так, клетка-то о чем на вас? Вот тут вот даже клетка. Вот я спрашиваю на вас, как, о чем это вот вообще? А тут, смотрите, карта клевер — это шансы, и карта лед. Как будто бы вам даже ваш вот этот вот ваш избранник, мужчина, который рядом с вами, это они между собой, мужчины, обсуждают, что как будто бы шансов даже он не дает вам. Где-то может быть, ну, не знаю, то ли правда как гиперконтроль какой-то там, элементарно, может там какие-то, не знаю, увеселительные заведения там посещать, где-то с подругами встречаться, где-то как-то вести какой-то активный образ жизни, вот яркий. Тут как будто бы даже шансы из этой клетки вырваться вот нету. Они есть клевер, и тут же лед, идет как охлаждение. Прям мне прям чуть как даже так жутковато. Или это вы сами не даете себе как будто вот этих шансов? Ваша карта вышла. Отчасти и вы как будто бы где-то не разрываете эту связь. Отчасти это ваш выбор. Ну тут ваша карта. То есть да, это и ваша. Угу. Ну а эти люди, которые, ну мужчины, которые вас обсуждают, они понимают, что это ваш выбор? Они знаете, как говорят? Они говорят, что если бы вы выбрали другого мужчину, связали свою жизнь с другим мужчиной, карта очищения, ваша жизнь бы изменилась кардинально. Вы как будто бы вот получили то самое по карте корабль, вот что-то прекрасное, новое, яркое. Ну, другими словами, тут как будто бы они говорят, что вы заслуживаете лучшего партнера, чем тот постоянный, по их мнению, какой-то у вас есть тут император, который у вас есть. Как будто бы вы заслуживаете лучшего. Я правильно понимаю? Нет, неправильно. Неправильно отторжение. А о чем тогда это? А о чем тогда они говорят? Карта жадность. С вашей стороны выбор по влюбленным. Жадность по влюбленным. С вашей стороны? Не знаю, почему-то они говорят о том, что это ваш сознательный выбор.
Знаете, тут еще такой какой-то подтекст идет. Ну, если вы там, ну, я пример привожу. Приходите куда-то там, у вас там какие-то обновки, или приехали вы на новой какой-то машинке, или там что-то как-то так, ну, чем-то так похвастались тут. Они могут считать вас меркантильной. В каком плане? Они могут говорить, что как бы там у вас не складывались отношения, а у вас есть стабильность, и вы привыкли, допустим, довольно-таки много тратить, расходы денег, и тут карта жадность. То есть, как будто бы это по влюбленным ваш осознанный выбор. Как бы вы типа не ждали каких-то изменений, как бы вы не пытались даже на стороне их добрать, но вы все равно не сделаете выбор в сторону другого мужчины, так как тот, который у вас есть, император, он дает вам эту стабильность материальную. Вот они почему-то считают вас, что тут в чем-то вы с этим мужчиной, с которым, ну, кажется, что вы с ним, то тут отчасти меркантильность, прагматичность какая-то ваша, практичность, как бы там ни было. Тут такая какая-то интересная история о том, что мне кажется, что вы где-то на стороне можете, давайте назовем так, это флиртовать, как-то там, как-то так себя вести очень ярко, привлекательно. Причем для мужчин несвободных вы очень привлекательны. Мне так идет. Но при этом вы, я не буду говорить, переходите вы там какую-то черту, не переходите, не знаю, не буду тут об этом. Скорее всего, они приписывают вам романы какие-то, да, именно с женатыми. Но тут как будто бы они 100% уверены, что вы от этого мужчины, с которым вы проживаете там, или ну, постоянный ваш партнер, вы от него не уходите, потому что он дает вам стабильность, в том числе материальную. Ну, мне как-то так идет, девочки. Наряду с кучей негатива, как будто бы, с эмоциональными качелями, с ревностью с его стороны, с контролем, гиперопека, гиперконтроль, вот как-то почему-то даже какие-то такие, как тираничные какие-то проявления. Фух, интересно. Так, давайте теперь посмотрим, что они думают о вас на самом деле, когда они остаются наедине. Ой, ну что ж тут такие карты, девочки? Думают о том, что вам больно, и вы бы очень хотели свободы. Сейчас. Тут какая-то боль. Так. Сейчас. Ух ты, девочки, подряд два раза вышла карта сила. Ничего ж себе. Так, наверное, я вот так. Так, карта, сад, зеркало. А тут интересные такие на вас карты дальше ложатся сейчас. Ну, давайте так. Интересно, что думают о вас на самом деле, когда они остаются с собой наедине. Они думают о том, что на самом деле у вас, ну, по крайней мере, были очень тяжелые времена, когда вам хотелось прям кричать от этой боли. То есть женщина, у которой печальный какой-то опыт в личной жизни, может быть, да, женщина, которая на самом деле свободолюбивая и хотела бы эту свободу. Вот так вот как-то думают. Почему-то так, да. Так, при этом вот они думают о том, что вы себя как будто бы даже не сравниваете, ну как будто бы вот они, скорее всего, вас сравнивают с другими женщинами. При этом сравнение тут как будто бы, знаете как, они вас сравнивают, и вы выигрываете тут 200% по многим параметрам, потому что вас считают очень сильной, привлекательной. Может быть, даже они, я хочу сказать, думают о вас, что у вас сейчас такой период в жизни, где вы по карте сад, и тут карта зеркало, и сила, как будто бы вы хотите реализоваться максимально, там свой потенциал раскрыть, как будто постараетесь узнать саму себя по вот этой карте зеркала, мне так идет, на что вы способны, на что у вас хватает сил,
чего истинно вы хотите, может быть. И этим даже вот сейчас вы выгодно, ну, по мнению мужчин, отличаетесь выгодно от многих женщин. Вот не знаю, так мне идет. Как будто бы вот они в вас видят вот эту силу и желание где-то опять-таки может развиваться, достигать каких-то поставленных целей. Уж точно не плыть по течению в плане социального. Повторюсь, это не касается личных отношений, там, любовной сферы. Это касается вот ну, каких-то ваших амбиций, желаний. В сад это в социуме, это опять карьерный рост, там даже ваши хобби, чего-то достичь, опять-таки, вот для самой себя в первую очередь. Вот тут так. И вы очень выгодно этим отличаетесь от большинства женщин. Вот мне так идет. При этом думают о том, что на самом деле по девятке пентаклей очень ухоженная женщина, которая, может быть, много работает, но при этом она, правда, может обеспечить и себя, там, и семью свою, на все, но при этом она какую-то, ну, не говорю львиную долю, но какую-то конкретную долю этих средств она вкладывает в свою внешность. То есть нет такого, что вы там с утра до вечера на 3 работах пашете, но у вас там нет ни маникюра, там, и вы забили на себя. То есть они видят, тут не видят, тут они думают о вас, как о женщине, которая знает о своей привлекательности, знает, как правильно вкладывать в себя деньги, как вот где-то как конфетка красивая, привлекательная, но недостаток, если можно сказать недостаток, нюанс этой карты, это женщина, которая очень часто, знаете, вот так она и цену себе знает, и работает, и зарабатывает, и реализуется. Тут еще карта сила, как будто бы видят вас, что у вас прям такая мотивация какая-то, вот вы вот на что-то направлено, это вот ваша энергия, вот и в правильное какое-то русло, все правильно. Но очень часто такие женщины и мужчины уже как будто бы особо и не нужны. Интерес к мужчинам пропадает полностью. Часто вот женщины по этой карте, это как нюанс, да, при всей привлекательности, при том, что они там правда знают, как себя преподнести. Они часто говорят, а зачем мне мужчина? У меня все есть. Мне ничего не надо. Ну, вот как будто бы вот уже даже в чем-то теряется, ну, интерес к мужчине. Вот так вот. Они могут это вот как-то думать о том, что да ей мужчина и не нужен. И, ну, тут отчасти почему не нужен, потому что вот тут еще всадница воздуха. В этой карте, видите, тут эта же женщина, она сидит на таком, ну, жеребце, да, можно сказать, тут конь. Но это не тот там какой-то там, знаете, конь какой-то такой, как арабский скакун там какой-то, да, а тут, как видите, тяжеловес такой, как это из породы, в общем, такой больше как архетип друга, больше не любовника, нет, девочки, ну постараюсь без пошлости, ну как-то, ну, в общем, смысл в чем по этой карте? В том, что они думают о том, что у вас есть очень надежный тыл, опора в виде мужчины. Мужчина, который в первую очередь будет для вас поддержкой. И вы это знаете. Вот тут такое тоже. То есть считывается. И может быть так, ага, дальше тут не может быть. Что они еще думают? Они думают о том, что где-то взаимодействие даже, может, с этим мужчиной или с каким-то другим вашим постоянно принесло вам на самом деле отчаяние, тут слезки. Где-то, что вы выступаете в роли карта-спасатель. Ну, опять-таки, как будто бы вы платите достаточно высокую цену, да, за то, что, допустим, вот есть у вас эта поддержка и опора в виде какого-то там, ну, друга вашего, там, второй половины, но вы в то же время, вы карта-спасатель. В чем-то вы не обязательно там жертвите, но вы в полной мере вкладываетесь. Вот тут как-то так вот, я не знаю, они думают о вас. При этом вас считают очень искренне, какой-то как ребенок где-то. Тут и даже ваша сила в этом, вот в этой какой-то искренности, непосредственности. Как это интересная характеристика на вас. Ну, карта метла, тут вообще это карта сплетен. Это о том, что понятно, что вокруг вас очень много этих сплетен, это муссируется
постоянно ваша там какая-то жизнь, ваши достижения, ваши, может быть, тут нет каких-то, как будто бы они даже не думают о том, что у вас тут какие-то там есть любовные связи, там нет, тут скорее, что вы направлены, вернее, настроены на там, ну не знаю, какая-то реализация, там, раскрытие потенциала. Это вот больше об этом. Вот представьте, вот думают о вас так, а говорят о том, что там у вас какие-то там любовники, связи там непонятные. Ну, совершенно по-другому. Но еще эта карта иногда бывает, тут все-таки колпак ведьмы, да, и метла. Можно прочесть, конечно, там, если кто-то знает, что вы увлекаетесь эзотерикой, может сказать, как ведьмочка, да. Ну, можно еще сказать, что вот какая-то загадочная, непонятная. Но при этом искренняя, при этом по-детски какая-то непосредственная. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.